Para nosotros, 2 café con leche. Para mí de avena. Всем привет! У меня закончилась учеба, первый семестр, и сегодня 24 апреля, и я вот сижу вот так вот перед компьютером и понимаю, что мне даже монтировать нечего. Что мы будем с этим делать? Я решила, что каждый заслуживает в этом мире второй шанс, и Барселона не исключение. Поэтому прямо сейчас мы с вами будем брать билеты в Барселону на сегодня. Первостепенно авиасейлс. О май гад, о май дейс. Давай, не подведи меня. Когда? Сегодня. Чего? Одна пересадка в Стамбуле за 59 тысяч? Берем! Ребята, зарабатывать-то тоже надо. Я с приветом. Все. В сколько я вылетаю-то, кстати? Не через 15 минут? Очень красивый пограничник. Однажды этот город уже проживал меня и выплюнул, буквально, потому что меня здесь обокрали. У меня украли все вещи, документы, технику, деньги, весь мой рюкзак. И вместо паспорта у меня была такая, знаете, ублюдская бумажка с моей фотографией с очень грустным лицом на единоразовый выезд из страны. Вот так вот она выглядит сегодня. Поэтому в этот раз мы точно не повторим прошлых ошибок. Первым делом у нас экипировка. На базаре мы покупаем поясную сумку, чтобы она всегда была в вашем поле зрения и осязания. А что это у нас такое за камера? DJI. Ты как снимаешь? Я даже не видно. Там еще может быть карман, знаешь, сзади, вот так вот он есть. Вот это прям вообще самая тема. Все сюда класть, короче. Да. Нельзя телефон даже вот так вот, на террасе вот на столик положить. Он может сразу улететь. Это карман. Не, у меня, я говорю, я не сомневаюсь, потому что у меня весь рюкзак улетел за секунду в магазине Ванс. Просто поставила, отвернулась на секунду, заходит куча марокканцев. Я разворачиваюсь. Марокканцев нет и сумки нет. Ой, блин, да куда же они такие двери-то делают? Тяжелые. Психотерапия для меня — это в первую очередь про умение замедляться. У меня с этим всю жизнь были проблемы, и особенно в этом путешествии я очень ощущаю, как полезны те знания, которые я получила, общаясь с психотерапевтом. Раньше в поездках у меня постоянно были нервные срывы из-за смены часовых поясов, языков, из-за количества задач, и мой мозг с такими нагрузками просто не справлялся. И срываешься ты, конечно же, на близких людей. Согласитесь, так происходит не только в путешествиях. Поэтому очень важно отслеживать вот этот вот момент и говорить себе: Лиза, скоро будет бум. Нам надо с тобой побыть наедине с самой собой и просто замедлиться. Для этой задачи у нас с психотерапевтом есть свои стратегии, у каждого они абсолютно разные. Но благодаря ним я не теряю самообладание и чувствую себя хорошо практически всегда в поездках. И не только. На сервисе онлайн-психотерапии Ясно вы сможете найти своего того самого специалиста, с которым вы разработаете свои методики. А самое интересное, с моим промокодом МАДРИД у вас будет возможность попробовать разные направления и выбрать то, которое подходит именно вам. А в службе поддержки у Ясно работают тоже люди с психологическим образованием. Они вам помогут с подбором психолога и ответят на любые вопросы. Обязательно пользуйтесь моим промокодом при регистрации, он даст вам скидку аж 20% на первые 3 сессии. Будьте здоровыми и счастливыми. Та-дам! У меня очень милый отельчик. Отельчик 1 звезда, но при этом отель очень милый. То есть внизу в холле очень красиво так все украшено, минималистично. Даже непонятно, что Барселона, как будто, знаете, какое-то что-то такое в норвежском стиле больше или в шведском стиле. Очень красивая кухня, но, к сожалению или к счастью, я не стала брать себе завтраки, потому что я решила, что я лучше прогуляюсь по Барселоне, схожу тут в Honest Green, в свой любимый, посещу классные кафешки, которые я нашла в ТикТоке. Ага, вот-вот. Лучше мы будем с вами, так знаете, на рандоме двигаться, потому что чем рандомнее путешествие, тем оно обычно интереснее, по моему опыту. Гуляйте. Гуляй, Вася. Я живу в районе Рамбла. Это прям центральный район. Чат, подскажи, пожалуйста, на районе Рамбла воруют в Барселоне? Да, на Рамбле воруют.
Это самое туристическое и людное место в Барселоне. А обворовывают ли отели в районе Рамбла? В отелях на Рамбле не воруют массово, но случаи бывают. Примеры отелей на Рамбле. Обычные нормальные отели, не опасные сами по себе. Ты мне лучше опасные перечислишь, что ж ты делаешь-то? Зачем мне безопасные-то, если я уже заселилась? Ну, короче, будем надеяться на лучшее. Я скажу на всякий случай, чтобы в моем номере не убирались. Мне тут мыши заведутся, но главное, чтобы не своровали ничего. Вау, у меня даже есть балкон. Hola! ¿Cómo estás? Konnichiwa, genki desu ka? Ой, девочки, рай на земле существует. Ладно, мне недавно написали, что, оказывается, меня смотрят не только девочки, но еще и мужики под пивом, поэтому здорово, чуваки. Теперь я буду приветствовать и вас тоже. А еще у меня есть вот такой вот руфтопчик наверху в отеле. Ну это же вообще роскошь, нет? Ой, вид красивый, девочки. Ой-ой-ой. Нифига себе, блин, нахрен. Такси от аэропорта, кстати, стоило совсем недорого. Uber стоил $39, а я просто поймала такси, которое стояло прямо у аэропорта. Меня посадила очень милая женщина и вышло $36. Меньше, чем Uber. До Uber я бы еще пёхала там 15 минут. Так что да, вот смотрите, вот такие вот здесь тут все продается, все подряд. Черти что, и сбоку бантик на базаре на этом. Вот такой кактус можно, например, приобрести, утку. Или вот это, помнишь, в детстве? У тебя были в детстве такие штуки? Это, кстати, да, у меня были, а у тебя как они могли быть? И у меня были. Или вот какие-то такие вот штуки. Я в шоке вообще. Девочки тут и мальчики, и мужики под пивом. Эрика говорит, это не преувеличение, что здесь есть все. Мне однажды, вот я сижу дома и понимаю, что мне нужна ступка для работы. Я думаю, ну в Барселоне я нигде ступку не найду. Прихожу на этот базар. Чудо! Я нашла ступку. Ну тут реально все: кальян, лабубу, уна, батарейки, лампочка и все на одной полке. Короче, кто помнит Эрику, это Эрика. Она все еще наращивает волосы, и не только наращивает, еще и красит в Барселоне, друзья. Если кому-то надо, обязательно. Вот только к этому человечку. Спасибо большое. Такая сразу рекламная интеграция. Проходим какой-то винтажный магазин. Моя сгорбатилась. Я говорю, что стоим, сутулимся-то? Выпрямляем спинку. Это знаешь, как это? Она просто носит на этот телефон, чтобы не украли, она на шее носит вот так вот, телефон на веревочке. Вот ее и сгорбатила вот так вот. Первым делом нам нужно купить сим-карту. Сим-карта стоит 20 евро. Это 256 гигабайт. Я прошу прощения, это куда мне столько? Это мне что, заливать нужно в сеть, чтобы 256 гигабайт потратить за 8 дней? Давай. Привет. Is good quality? Yes. What's it? It's like I can, for example, tap on my face 2 times. I can move, and camera will follow me. Yeah. Yes. With every direction, so I can do like this. Oi. Yes, and she will turn around. О, блядь. На ужин Эрика привела нас в веган-ресторан Flex and Kale, и там у меня просто глаза на лоб полезли. Офигеть! Это реально все веган или нет? Что? Вот это пахлава! Боже мой! А посмотрите, какой банана-бред, посмотрите, какие кексики. Но мы в Мусе тоже не отстаем, поэтому обязательно приходите, у нас сейчас новинки. Ну что, нам исполняется 2 года, а это значит, что вы все можете прийти и отметить с нами, попробовав наш день-рожденческий торт с коржами фиолетового бархата, кислой черничной начинкой и сливочно-йогуртовым кремом с праздничной цветной муси-посыпкой. Это только на эти выходные. Отмечать вы будете со мной, потому что теперь вас в Мусе буду встречать я, вне зависимости от того, в какой стране я нахожусь. Потому что мы поставили мою ростовую куклу. Welcome. По многочисленным просьбам мы вернули черничные ночи, наш нежный шоколадный бисквит с кофейной пропиткой, шоколадный соус и сочная начинка из дикой черники под облаками небесного крема с голубой матчей. Еще мы сделали холодный чизкейк с легкой текстурой из дикой черники, тофу и кокосовой сметаны, покрытый целым слоем свежих ягод голубики и украшен долькой кумквата с базиликом. Ну теперь ульта. Это черничное утро, наш самый красивый айс-латте, который только вот вы могли видеть. Это слои из яркой черники, кокосового молока и терпкого эспрессо с нежной розовой таро-пенкой и праздничной муси-посыпкой. Дальше цветочный лимонад. Это освежающий ледяной сияющий шторм из ежевики, фиалки и лаванды с интересной горчинкой, индиан-тоника и игривыми пузырьками с блестками сиреневого шиммера. И еще теперь у нас специальная карта для постоянных гостей. Вы приходите в Муси, наслаждайтесь нашими вкусняшками и собираете звезды, а мы дарим вам за это больше пудингов. За каждую 1000
рублей в чеке, мы будем ставить отметки в звездах на карте, и вы, как соберете 6, приходите за 7 звездой и получите к покупке любой большой пудинг бесплатно. И еще интерактивчик. У нас теперь есть лотерея, красивейшая открытка со знаменитым режиссером Лизой Мадрид и меткой для возможности выиграть подарок от Муси или получить доброе пожелание от всей нашей команды. Ссылка на Муси Телеграм в описании. Приходите отмечать ДР. Короче, друзья, Эрика рассказывает, что здесь были ребрышки свиные, но веганские. Ну, типа, как вот оно должно быть для вегана, да? То есть у тебя будет лежать, например, прям мертвое животное, Да. его череп, мозг, кровь, но все не настоящее. Gross. Вот в этом смысл веганства или что? Ну, видишь, не, настоящие веганы, вот типа мои подружки, они вообще не переносят даже что-то похожее на мясо. Они Вот, прям вот, такие... мне так кажется. А это лежали ребрышки, абсолютно вот часть тела животного. Но это не настоящее. А мы сегодня еще идем в бар, тоже веганский. И я говорю Эрике, а там еда-то есть? Эрика говорит, нет. Я говорю, а почему бар-то веганский тогда? Она говорит, не знаю, наверное, алкоголь у них без мяса. Может быть, алкоголь не тестировали на животных, сразу на людях тестировали? А ты думаешь, водку зеленую марку тестировали на котах? У Эрики тут вообще жесть произошла. Да. В самом... Да. Ага, давай. В самом начале. Здесь есть фестивалей очень много. На Барселона тут вообще не успеваешь понять, когда рабочий день. То есть постоянно вот праздники, они как бы общие такие, все отдыхают. И прямо я жила на Равале, он в центре находится. То есть люди могут подумать, что я там жила, потому что у меня не было денег или что-то в этом духе. Но нет, это в самом центре, но почему-то такой противоречивый район. Устраивали фестиваль просто потрясающий. Самые, кто раздалбывают все на своем пути, это британцы здесь, и это даже, никак не дискриминация, это говорят другие европейцы, сами британцы, сами про себя. Если человек посреди дороги, машины не могут проехать, валяется человек пьяный, это британец. Вы услышите британский акцент сразу. Все думают, что так будут себя вести русские, нет, это британцы. Если кто-то украл ночью где-то стул из кафе. Это могла быть я теоретически. Вот. Ну, если я пьяная была, то Обычно это вполне британцы. возможно. И просто я сижу вот так в квартире на первом этаже, и начинает пахнуть мочой. Это вот это я должна была рассказать? И просто мне вот так под дверь, я жила прям, на первом этаже, это тут называется локаль, да, когда ты живешь, как будто ты в магазине живешь. И мне затекает моча в квартиру. И я такая, в смысле? С бывшим мужем. Мы открываем, а там девушка-француженка сидит и писает нам на дверь. А обворовали тебя как? Тебя все-таки обворовали здесь один раз? Один раз, да, но это была очень-очень трагическая история. И ты знаешь, вот мне все знакомые говорят, когда ее слышат, как ты могла так поступить? В тот момент я поступила так, как поступила. Я была в очень сильном стрессе после расставания, я очень много выпила и шла одна домой. Ко мне резко подъехал на велосипеде парень, симпатичный, высокий, без волос на лице, то есть загорелые светлые волосы. Оказалось, что он марокканец, но я не видела таких никогда марокканцев, 2 метра, светлый, как из сериала «Клон Саид». Вот так. Он стал со мной как бы флиртовать. Я думаю, вот так вот это все прокручиваю, что, так классно было бы пройти мимо полицейского участка, побежать в полицию с ним. Но в итоге мы пришли с ним ко мне домой, у нас там все было, и потом он уходит, и я не досчиталась 2 айфонов. Короче, Эрике принесли кофе. Она говорит, а это пакетик из Бургер Кинга, они что ли сахар мне принесли? Ну реально очень похоже издалека особенно. Это solo interesante, para blog. No, depende del plato. Por ejemplo, tenemos ahí el plato. Ага. Aparte de eso, es todo Y vegano. ese pollo... Вот смотрите, время сейчас 9 вечера, люди только-только начали собираться, это типа здесь нормально. Здесь люди ужинают очень-очень поздно. День испанцев из-за сиесты исторически растянулся, поэтому у них это нормально подумать о еде только в 11 вечера. Ребята, время 11:30. Люди только пришли, только себе пиво заказали. Что происходит, друзья? А как же режим сна? Сейчас мы с вами идем по улице в районе Злачный Раваль. Как только я ее не называла, Смачный февраль, Злачный развал. Это очень опасное место, особенно темные переулки ночью. Вот так держи телефон, вот так, ты его так держишь? Ага. Да, хорошо. Ребят, мы просто идем, только что прошли гопники полностью в Адидасе. Прям полностью, 4 человека одинаковых. Потом я поворачиваю голову, чел просто вот так вот идет по забору, то есть перебирается. Я не понимаю, я говорю, девочки, это как вот в этом меме, ёб твою мать, блин, что у вас здесь происходит? Девочки говорят, а они еще все в неадеквате, ты им в глаза посмотришь, а там вот так вот.
При этом, конечно же, именно в этом районе сделали самые крутые бары, чтобы ты напился в усмерть, на улицу вышел, а домой пришел уже без телефона, без денег и вообще, возможно, голый. Поэтому я бдительность сохраняла и не пила, а только осторожно наблюдала. И смотрите, на этой же улице раз вот такое вот место, то есть, знаете, Пало-Санто. То есть вообще не скажешь, что эти два заведения стоят рядом друг с другом. Мы только что проходили... О, господи, эти люди на мотоциклах, а на велосипедах меня убивают. Надо держать. Девушки говорят, это прям вообще здесь просто едут на велосипеде, медведи на велосипеде и выхватывают у тебя телефон. Показали мне девочки такие интересные заведения, да, где абсолютно голые женщины на экране. И ты, получается, платишь денежку, заходишь, и там они голые на сцене сношаются. Ой, боже мой. Но я была на пинг-понг-шоу в Таиланде, так что меня ничем не удивишь, там хомяки из письки у девушки выкатывались. А еще рыбки, она аквариум поставила себе. Программа по домам. Вот люди как живут в Барселоне. У всех волосы висят на стене. В общем, вот у Эрики столько волос всяких прикольных. Это детские, да, справа вот эти вот? Они все детские. Все детские? Ой, ну очень красиво. А тут ты наращиваешь, да, вот тут вот? Приходит к тебе. Блин, вообще удобно, кстати. Смотрите, вот тут еще на второй этаж получается такой вход. Слушай, выглядит как апартаменты на Бауманской в Москве, если честно. И еще Эрика говорит, тут еще этаж внизу есть. А где вход-то? А вход-то где вниз? Под этим столом. Под столом? Это дверь? Да, вот так открывается там лестница. Подожди, а там не компот стоит? Хочешь, не буду? Я плачу 1000 евро вместе с коммуналкой. Я плачу в Америке 1100 за комнату, без коммуналки. С коммуналкой выходит 1600. Мы идем в очень крутой бар Кэнди Дарлинг. Кэнди Дарлинг — это была такая актриса и модель. 50 лет назад она умерла от рака крови. Там ее фотографии сейчас Лиза снимет. И она была музой Энди Уорхола, можете сами набрать. И про нее спели песню Rolling Stones. Представляете? И мы туда сейчас идем? Да. Сейчас нет. Мармеладки дали! Смотрите, ребята, Эрика привела меня в последний клуб, потом надо уже домой идти спать, потому что время 12:30. Undead Dark Club. Она сказала, что тут собираются очень креативные люди, очень арт. Внимание, люди. Тематика вечеринок в этом клубе постоянно меняется, и можете себе представить, мы попали именно в средневековье. Музыка гремит, но не привычный техно, а будто микс электронщины с чем-то рыцарским. Все вокруг в кольчугах, у кого-то шлемы в руках, у кого-то шпаги, мечи, а мы просто вот единственные, как залетные такие, ни к селу, ни к городу. Короче, было непонятно, это люди в кольчугах со шлемами странные или я, танцующая драм-н-бейс и дебующая под средневековое техно. Слушайте, друзья, это просто чудо какое-то. Я уснула в 2 и проснулась четко в 9 утра, без будильника. Будильник стоял на 9:30. Сейчас мы с вами оденемся, приведем себя в порядок, потому что я, блядь, не в порядке. Я из тех людей, кто ест. Вот я просыпаюсь типа в 6 утра, и первый раз я ем часов, ну, наверное, в 7:30. Мне уже реально пора есть. Время 10:30. Все закрыто. Сегодня воскресенье. Хотя девочки мне вчера сказали, что в Барселоне за последнее время наконец-то убрали все вот эти сиесты, больше как-то реально очеловечились, обамериканизировались, СНГшились. У них тут жесткий кин на СНГ стал. Везде какая-то символика СССР, они реально хотят социализма. Везде какие-то игрушки совка, они ходят в футболках, испанцы ходят и испанки, в футболках с надписью СССР. Но, сука, в воскресенье в 10 утра вы просто не найдете места для завтрака. Ребята, у нас в России с 7 утра все открыто. Если хотите быть как мы, открывайтесь в 7 утра. Лиза Мадрид голодная. При этом люди в 11 утра уже вовсю гуляют. Друзья, у вас желудки не урчат? Все идут по Барселоне с урчащими желудками. Ребята, я сейчас съем официанта. Я очень хочу есть.
Мне плохо. Дело в том, что я хотела вам показать настоящий испанский завтрак, и это тапосы, маленькие испанские закуски. Их тут едят целый день. Смысл тапосов — это не просто поесть, а потусить и попробовать все понемногу. И я такое просто обожаю. Самые популярные — с картошкой и острым соусом, с хамоном, сыром. И тут вы можете наблюдать мою настоящую реакцию. О май days, посмотрите, у меня тут яичко красивое такое, сальмончик, сальмон, и вот такие вот хлебушки с томатом. Гунджия. Мы пришли вот на такое вот замечательное вообще хорошее слово для кладбища. Очень красиво. Эрика говорит, что каждая просто вот эта вот плита — это произведение искусства. Я согласна. Сейчас ты видишь примерно 1% от красоты. Блин, я даже думаю, 0,5%. Это кладбище Монджуик, и оно непростое. Это целый город мертвых на склоне горы, почти как музей под открытым небом. Да еще и настолько огромный, что даже потратив целый день полностью, его не обойдешь. Ага, спасибо. Спасибо, что не пута. Слово «институцион» означает заведение. То есть это заведение Магдалены? Хорошее Типа, вообще, заведение. это странно, на могиле как бы скелет. Но это потому что какая культура, да? Вот у нас это было бы как бы богохульство какое-то, да? Наверное, То есть да. Бласфемия, кстати, по-испански, по-английски blasphemy. Слишком как бы прямая отсылка, да, к смерти. Да. И тут очень прямое, как в принципе в Латинской Америке, и здесь очень прямо. Вот у нас, например, называется мощи, у нас есть слово плоть, как и в английском. Здесь нет слова плоть, оно просто мясо. Не представляешь? И воплощение слова, например, воплощение, да, просто кажется простое слово encarnación, от слова carne. Мясо. Типа обратно в мясо. Офигеть. Представляешь? Итак, друзья, у нас здесь вот такой вот потрясающий национальный музей Каталонии. Мы этот бриллиант пропустили в тот раз, когда я приезжала сюда в 2018 году. Я не знаю, почему мы сюда не дошли, наверное, потому что лестница была из 1001 ступеньки. Тогда, возможно, мы не хотели сюда подниматься, мы были не в том состоянии. Сами понимаете, Барселона. Поэтому вот такая красота. У нас вот такие фонтаны шикарные, роскошные. Но нам нужно попить воды, потому что 22 градуса, я сейчас просто закончусь. Похоже на Версаль, Эрика сказала. А ты была в Версале? Нет, но похоже. Что, надо вам показать Саграда Фамилию и дома Гауди или Гауди? Как правильно? Я знаю, Гауда сыр вкусный очень. Дома Гауди и Саграда Фамилия вам надо показать? Ну, давайте покажу. Короче, эта Саграда такая огромная, что ее невозможно даже сфотографировать. То есть я сфотографируюсь, вы даже не поймете, что я стою на фоне нее. Эрика говорит, что нужно пройти куда-то, чтобы уже там сделать фотку. Такая болотная у нас зеленая вода. Поднимаем голову и видим вот кусочек. Она просто очень большая. Короче, мы уже подошли к домам Гауди, но здесь пироженки раздают. Я не могла сдержаться. Оба! В доме Гауди находится вот такое вот заведение, очень вкусное, это потрясающе, amazing, beautiful. Смотрите, как интересно, даже Макдональдс они сделали, получается, в таком ломаном стиле, в таких крэках, типа как дом Гауди. Это же вообще очень интересно. Он находится, Макдональдс, это прям вот перед зданиями Гауди. Красота номер раз. Красота номер два. Но давайте откровенно. Зачем нам все это надо? Вы это видели уже все 1000 раз. Давайте лучше чизкейки локальные поедим, вкусные и интересные, которых нет больше нигде. Пасте Барселона. В этом месте делают самые лучшие баскские чизкейки. Оно специализируется именно на баскских чизкейках. Главное место в Барселоне с самыми вкусными чизкейками. Все началось с этого человека. Уго окончил кулинарную школу, а потом начал печь чизкейки у себя в гараже и продавать их через интернет. Сегодня мы уже стоим у него на кухне в собственном заведении в Грасии. Основа ассортимента — чизкейки в баскском стиле. Они не слишком сладкие и слегка соленые. Меня немножко запустили на кухню и показали, из чего готовят все эти чизкейки. Это печенье собственного приготовления, которое используют как основу. Это паста из жареных сицилийских фисташек. А это овечий сыр манчего. Из него делают большинство чизкейков в этом месте. То есть внутри у него такая жижа, как бы, да? Очень он мягкий внутри, ароматы пипец, ты чувствуешь? Очень пахнет такой, знаете, поджаренной карамелью, какой-то кремом брюле. Я уже просто...
Очень хочу пожрать. Заходим. Боже, уже все съели. Боже, как пахнет вкусно. Смотрите, есть и с манго, есть и с тирамису, фисташка, всякие карамельные, малиновые. Вот это лотос чизкейк, но это прям жир. Быстрее, хочу чизкейк. Hola. Para nosotros, tiramisú cheesecake y dos café con leche de abeja. De avena. Para mí de avena. Con tarjeta, por favor. Друзья, ну что? Давай. Вот такое вот безобразие. Оно вот так вот прям, видите? Когда ты будешь падать в конвульсии? Это пиздец. И он вообще почти не сладкий. Это как киндер сказали немножко. Авияна это хейзелнат сказали. Ну, это лучший чизкейк, который я пробовала. А я помешана на чизкейках. Если в мире не останется больше десертов, только один будет. Я выбираю чизкейк. И это самый лучший. Да, я вот не очень люблю, когда они супер твердые, вот эти, знаешь, вот это вообще тема. Вот такой, вот это чизкейк. Боже мой, спасибо. Боже, за то, что создал этот чизкейк. Итак, друзья, едем в метро. Проезд стоил 10 поездок, 12 евро. Это роскошная цена. 100 рублей, да, где-то за поездку? А, хотя не роскошная, ладно. Но лучше, чем такси, потому что каждое такси стоит где-то тоже под 11-12 евро, если тебе надо по центру куда-то покататься. А тут за 12 ты просто весь день, считай, и следующий день весь день на метро. Посмотрите, ребята, какое потрясающее китайское заведение. Это просто посреди Барселоны стоит, какие там красивые плакаты, какая там обстановка. Вообще не скажешь, что Барселона. Я говорю, я как в Орле и Решке буду говорить, что это город контрастов. Пожалуйста, город контрастов. Боже, ребята, эмпанадосы. Но во мне до сих пор тапосы. А почему все на асы заканчивается? Эмпанадосы, такосы, тапосы. Короче, мы идем с Эрикой вот по этому мосту, чтобы вы понимали, высота приблизительная. Вот так вот, такая, да, Барселона там. И мы идем вот по этому мосту. Эрика говорит, на самом деле это очень страшно, если в дырки посмотреть, там пиздец. А в дырке, если что, елки-палки. Я говорю, бля, это же еще и Барселона, тут же вообще похуй всем абсолютно. Да, Эрик говорит, доски гнилые, все гнилое, все в трещинах, мы идем. Ребята, мы прошли за день, еще не вечер, кстати. Мы прошли 20 тысяч шагов. Я на этой жердочке готова пролежать, типа, блядь, не знаю, 5 минут. Потому что иначе тазовые кости заболят. Итак, друзья, Эрика меня привела в потрясающее заведение. Называется Pei Mei. Это, я так понимаю, больше тайская тема, потому что тут очень много пад-тая и всяких тайских приколов. Но при этом здесь еще много японской еды и китайской, потому что здесь есть булочки бао, пельмешки китайские и лапша японская якисоба, которую я взяла. Тут такая система. Ты, получается, выбираешь основу. Это может быть якисоба, удон, пад-тай, то есть вообще все, что захочешь. Потом ты выбираешь ингредиенты, какие овощи. И третий пункт, это ты выбираешь мясо. Я просто взяла якисобу, уже готовую с курицей. Заведение выглядит фэнси, если честно. Мне нравится. 22 евро за двоих, за большую порцию лапши, напиток. Остаемся жить в Барселоне. В Испании сладкое считается частью культуры, и тут люди едят его каждый день, а не только по праздникам. Даже самые дешевые пекарни делают очень вкусную выпечку, и в этом я убедилась еще в Валенсии. В десертах испанцам равных нет, это правда. Ну разве что только Япония. Ребята, я очень угораю, мы с Эрикой пришли в аптеку. Я мечтала об аптеке европейской все 4 месяца в Америке, потому что в Америке не купишь ни ибупрофен без рецепта. Все по прескрипшену, все по рецепту, ни линзы, вообще ничего нельзя. То есть ты платишь $100 врачу, $50 за рецепт, и потом ждешь 3-4 дня, пока твои таблетки приедут в больницу. Ой, в аптеку. И тут мы с Эрикой заходим, короче, покупать ибупрофен. Эрика говорит, тут от всего лечат тебя ибупрофеном в Испании. И парацетамолом. Короче, вот такой ибупрофен нам 2 выносит. Эрика говорит, а какая дифференция, какая разница? Она говорит, этот со вкусом кока-колы. Эрика такая, а со вкусом балантайнса, может быть, есть? Или со вкусом виски?
Испанские бренды одежды. Это целый блок, готовьтесь. Про Манго и Бершку и Лоэве вы знаете, это известные местные бренды. Но локалы вообще не уступают, иногда они даже круче. В чем фишка? Испания — это один из центров фаст-фэшн, а в Барселоне много маленьких брендов с идеей. Это настоящая авторская мода, и в Лос-Анджелесе эти же бренды стоят в 2 раза дороже. Первый магазин, как читается, не знаю, Гимоглаз, для тех самых It Girl. Он основан сестрами-близняшками, они делают прозрачные, такие воздушные ткани и вещи, которые выглядят как винтаж, но новые. И при этом все в ногу со временем. Мне как раз нужен был купальник, который я здесь и приобрела. Следующий магазин Thinking Moo, думающий Му. Это один из самых важных локальных брендов Барсы, и это slow fashion, то есть медленная мода. Это органический хлопок, переработанные ткани, и их принцип — это покупай меньше, но качественнее. Смотри, даже тут веревочки продаются, чтобы iPhone на веревочке, чтобы сразу с хребтом вырвали, знаешь. Мне очень понравилась их цветовая палитра, яркие, но умные принты, то есть лаконично, можно сочетать со всем, и цвета какие-то природные, что ли, которые мы можем встретить в повседневной жизни. Далее The Good Store, и это концепт-стор. Они продают только то, что считают правильным. Сейчас вам расскажут поподробнее. Okay, thank you so much. I'm making a video about the local Spanish Barcelona stores, like about the clothing, about styles. It's all handmade, mainly from Barcelona. This is from France, and here I have pieces from France. But all the rest is different designers, different styles. As you can see, this is an artist. Organic, cotton, organic. Natural, organic. So no polyester here, only natural. Okay. And this is recycled. Most of them are from Spain, and they manufacture in Spain. But I have also from Germany, from Denmark, Sweden, even New Zealand. Wow. This is so cool that you're like care about the environment, about the ecological. It's so cool. Then the style is a style that doesn't go out of fashion. The idea is to be, to be able to wear them many seasons. Because Yeah, it looks cool. It looks cool. I mean, all these shorts, the blouses, they look amazing. Очень круто, ребята. Все из этого все органическое, и то, что не органическое, оно все переработанное, пластик переработанный. То есть, например, вот это вот все, это тоже эко, потому что по факту никак природе не вредили. Очень круто. И напоследок Paloma Wool. Это уже арт-проект. Это самый интеллектуальный бренд в Барселоне. Здесь вся одежда в коллаборации с художниками. На всех экземплярах висят примеры с фото, с разных показов модных. На эту одежду хочется смотреть, а не только носить. Боже мой, какие сумки, это же очень красиво. У них все вещи такие интересные, вроде базовые, но что-то в них не так, и это очень красиво. Цены, конечно, выше масс-маркета, но качество супер приятное, и за это хочется платить. Your name, reference number, and this is. Okay, thank you. Я не удержалась и взяла себе вот такое белое хлопковое поло, но потом я поняла, что оно мне абсолютно не идет. Но уже было поздно. Ну что, друзья, я просто не верю, что я сейчас поем. Время 3 часа дня, мы ели с вами в 9 утра. И я чувствую, как у меня подкашиваются ноги. И я пришла в Honest Green, я мечтала об этом год. Ну, типа с тех пор, как вот я с Жанулькой была в Валенсии, помните мой рэп? И мои хоми голодные, я принесла салат. И мои хоми голодные, я принесла салат. Это был салат из Honest Green, поэтому сейчас я заказала себе курочку с лимоном, джинджер, goat cheese, все, типа козий сыр, бла-бла-бла. Очень все полезно, вкусно, и мне очень нравится, как выглядит это место. Они его делают так, как будто ты в каком-то лесу находишься или поле. Очень люблю и дизайн, и то, как они подходят к готовке. У них все такое натуральное, никаких ни консервантов, ничего, все прям при тебе нарезают, шинкуют. Это вкуснее всего на свете. Карамелизированная груша. Да, у меня аллергия на грушу. Кто спрашивал, как я могу это есть? Она поддалась термической обработке. Она поддалась. А когда поддается все термической обработке, у меня нет аллергии, потому что все аллергены выпариваются перекрестные от березы. То есть у меня оральная аллергия. Смотрите, девочки, собрала быстрый лук в Бершке. Это все из Бершки. Ну это же... Блядь. Это пиздец, какое популярное место. Эрика сказала, что мы сейчас будем ловить место. Одна будет брать кофе, а другая будет ловить. Ну, пойдем. Это книжный магазин самый популярный в Барселоне, правильно я понимаю? Интеллектуалов такой, ну да. Для интеллектуалов? Тогда пойдем отсюда.
Мы с Эрикой обсуждали IQ недавно, я ей рассказала, что я сдала тест на IQ, и он мне показал, что у меня IQ 60. Эрика говорит, но это умственно отсталая ты была бы, это не может быть такого, что у тебя IQ 60. Я говорю, а там еще был прикол в том, что IQ-тест стоил 35 рублей, нужно было ввести данные своей карты. Я ввела данные карты и отключила русскую симку. Через 3 месяца я захожу, выяснилось, что с меня каждый день списывалось по 100 рублей. Это и был тест на IQ. Введешь ли ты свою карту? Поэтому 60. Михаил Кузьмин. Ага, Гоголь. Крылья. Гоголь, пожалуйста. Гоголь, полные рассказы, полностью все рассказы. Алексей Толстой. Это Джамиля, Чингис Айтматов. У меня мама постоянно про него рассказывала. Это какой-то кыргызский. О, побежала. Слушай, очень красивое место. Капец, тут прям в саду сидишь. Ой, какая милота. Боже мой, что это такое? Вау, ребята, посмотрите, какая красота, господи. Печенье, вот такие вот тортики, какой-то лов, я так понимаю, цитрусовый. Его привлекает, называют Итак, девочки, мы с вами в салоне Couture Barcelona. Ой, здравствуйте. Извиняюсь. Могу рекомендовать смело. Там занимаются и ногтями, и волосами. А какая там потрясающая цветовая гамма и виды из окна. Это просто что-то. Ой, девочки, изголодалась. Я прихожу, у меня слюни текут просто. Ура, мне делают маникюр. СНГ маникюр. Мне сказали, что состояние ногтей моих после Америки просто жесть. Поэтому мы просто сняли весь этот ужас и покрыли лечебными средствами. Теперь мы полностью готовы лететь в следующую страну. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Слэш!